Привет, я Саша Капуста, это канал «Твой шрифтовой фетиш» и серия уроков «Делаем буквы», в которой мы будем создавать полноценный шрифт с нуля и до самого финального экспорта. В этом видео мы уже начнем непосредственно практиковаться, и для того, чтобы нам начать работать, мы откроем тот файл, который мы с вами готовили к рисованию букв. Открываем его в FontLab. Здесь мы видим файл, который мы с вами сохраняли до этого. И здесь мы видим папку, которая копирует полностью название файла. Если вы в нее зайдете, вы увидите много копий. То есть, что это такое? Каждый раз, когда открытый файл у вас в FontLab и вы нажимаете Ctrl-S, он помимо того, что изменяет его оригинал, в котором вы работаете, он также создает и бэкап-версию этого же файла на всякий случай. То есть, если у вас что-то сломается, упадет и так далее, вы можете вернуться и восстановить. Или, например, спустя несколько часов работы вы вдруг поймете, что вы нарисовали что-то классное, но потом удалили, или оно потерялось, или еще что-то, но при этом это было нарисовано только сегодня, и, соответственно, во вчерашней копии этого еще нету, вы можете открыть и посмотреть. Я крайне рекомендую вам сохраняться буквально каждые несколько минут, просто на автомате привыкайте жать Ctrl-S, потому что FontLab очень часто падает, особенно когда вы делаете какую-то сложную операцию. Вот просто регулярно он может вылетать. Поэтому я к этому уже привык, а вам еще к этому привыкать и привыкать. Так что всегда сохраняйтесь. Как только сделали что-то классное, что-то сложное, обязательно сохраняйтесь. Это можно будет увидеть по иконке шрифта в верхней части FontLab. В общем, на данный момент я дублирую этот файл и продолжаем его же работать, и с ним же работать. Вот. Это будет 17 число, B. Открываю его. Он у нас по большому счету пустой. Здесь есть ячейки, которые мы создали до этого. Здесь есть вот такая вот иконка, она серая. Если я сейчас какое-нибудь сделаю изменение, например, создам, либо удалю ячейку глифа, она подсветится синим. Синее значит файл еще не сохранен, поэтому нажимаем Ctrl-S, он сохраняется. Если мы сейчас зайдем в папку, мы увидим, что теперь у нас бэкап создается второго файла, который мы только что создали. Как правило, они очень много весят, и их накапливается большое количество, поэтому раз в недельку можно будет удалять их, оставлять только основные файлы, когда у вас их накопится большое количество. В общем, что нам нужно сейчас сделать? В первую очередь, для того, чтобы начать рисовать шрифты, я напомню, мы с вами рисуем журнальную рубленную, это будет латиница и кириллица. Нам нужно задать пропорции, задать толщину различных деталей этого шрифта, чтобы из буквы в букву они повторялись и была взаимосвязь по насыщенности шрифта. Как это делается? Делается это на основе базовых букв N и O для начала. Как правило, начинают рисовать со строчной латинской N, но я всегда рисую с заглавных, потому что вы почти всегда можете встретить шрифт, в котором есть заглавные прописные, но нет строчных, и вы практически никогда не встретите шрифт, в котором есть только строчные, но нет прописных, потому что прописные, они универсальные, а строчные очень как бы по ситуации, если только это не какой-нибудь швейцарский дизайн. Вот, поэтому начинаем с больших букв, задаем основные пропорции по нему. Открываем букву N, мы начнем с ней. Пока она у нас пустая, пока непонятно, что оно из себя будет представлять, но у нас есть сканы, поэтому нам немножко проще. Я открываю предварительно сделанный скан. Опять же, программа Fastone Image Viewer очень удобная в этом плане. Она очень быстрая, очень легкая. В ней можно, выбрав картинку, нажать на «Обрезать». Выбираем нужную букву и просто жмем Ctrl-C. Все, этого нам достаточно. И вставляем ее. По высоте она вставилась ровно на 700 UPM, про который я говорил ранее. Два раза кликаем на нее и растягиваем до полноценной буквы. На качество мы не обращаем внимания, потому что достаточно простая фигура. Здесь
нам детали какие-то особые не нужны, но зато мы здесь можем понять, на какой высоте находится перекладина. Мы видим, что она чуть выше середины находится, и можем понять, какая толщина этих самых перекладины и вертикали. Как правило, в шрифтах вертикаль всегда немножко толще, чем горизонталь. Поэтому если мы, например, возьмем вертикаль и сделаем ей толщину 100 UPM, 100 точек, 100 пикселей, называйте как хотите, то горизонталь надо сделать чуть-чуть потоньше. И мы с вами сделаем ее, ну, допустим, это будет 90. Для того, чтобы ее сделать, мы воспользуемся инструментом прямоугольник. Выбираем прямоугольник на панели Toolbar. И можно, кстати, даже, мы видим, что на панели элемент у нас это картинка, можем ее заблокировать. По идее, это должно нам помочь, чтобы она не выделялась. Я, выбрав прямоугольник, ну, предположим, это будет вот так. Ага, вот, важный момент. Когда вы выбираете какой-то элемент, он начинает рисовать в нем же. Поэтому мы создаем новый контурный элемент или нажимаем Ctrl-Alt-Shift-S и создается пустой элемент. И теперь в нем мы можем рисовать. Точно так же. Неважно, особо не заморачиваюсь. Это мы все поправим. Делаем вот так. Теперь я выбираю Contour Tool, он нам нужен для того, чтобы непосредственно работать с контурами. И начинаю подстраивать. Можно даже сделать, если вы включили вот эту настройку, вы можете сделать яркость фона поменьше, чтобы он нам не сильно мешал. А вот здесь у нас контурный элемент, состоящий из 3 контуров. Можно порядок немножко поаккуратнее сделать. Итак, здесь 87. Не очень. Сделаю 100. Просто чтобы было проще. И вот здесь тоже. Здесь у нас вот эта линейка, которую вы видите в курсоре, мы с вами ее включали до этого. Если у вас ее нету, то заходим в настройки, Editing, Glyph Window и находим ее вот здесь. Вот они. Это у нас на заливке, вне заливки и везде. А это типы этой линейки. Соответственно, вот эти вот, как минимум, 2 кнопочки вам нужно включить. Итак, делаем 103, а это будет у нас 90. Все, если мы нажимаем пробел, то мы видим эту букву. В принципе, ничего сложного, все вполне симпатично. Теперь нам нужно нарисовать букву О, чтобы задать пропорции для круглых букв. При рисовании таких контуров нам нужно обратить внимание на направление контуров, которые друг на друга накладываются. Например, если мы посмотрим сюда, мы увидим, что вот эта синяя – это стартовая точка у каждого из контуров. При этом стрелочка у нас направлена против часовой. Если мы, допустим, по какой-то причине как-то нарисовали или скопировали контур, и у него направление будет противоположное, изменить его можно через реверс контур, то в целом вроде бы ничего не поменялось, но на самом деле, когда мы посмотрим на эту букву в итоговом варианте, мы увидим, что здесь у нас появились дыры, потому что одна из букв идет против часовой, а другая по часовой. Ну, вроде бы так это работает. В общем, направления у них противоположные, поэтому они вычитаются. Если они будут в одном направлении, то они все полностью будут складываться, и поэтому там будет темное. В общем, вот это мы можем исправить, просто выделив контур и сделать реверс. Теперь у нас направление стрелок все в одну сторону, и поэтому все у нас работает как надо. Теперь по поводу размеров. Для того, чтобы понимать, какая у нас буква по размеру, нам нужно выделить полностью этот контур. И тогда в верхней панели мы увидим, что у нее размер идеально 570. А если мы посмотрим на общий размер, или, например, в панели Glyph или сверху, то мы увидим, что 741. Почему? Это потому, что он учитывает размер всего глифа, все ячейки. А у нас же здесь с вами есть еще и растровая картинка, поэтому мы ее сейчас с вами удалим, чтобы она нам не портила статистику. Я ее удаляю. Здесь ничего не поменялось. Но если мы нажмем Ctrl-A, мы точно так же увидим
здесь размер 570. Можно сделать больше, можно сделать меньше, но оригинальный размер был 570, оставляем его как есть. Вот, теперь нам нужно общий размер буквы исправить. Это мы сделаем после того, как добавим овальную букву О. И сделать мы это можем двумя способами. Но прежде чем мы начнем это делать, нам нужно понимать, что такое оптическая компенсация. То есть, когда мы говорим про прямоугольную букву, в данном случае n, она у нас практически как квадрат, поэтому нам не нужно ее как-то оптически компенсировать. А вот если мы возьмем круглую букву О и нарисуем ее точно такого же размера по высоте 700 UPM, в итоговом шрифте нам будет казаться, что эта буква чуть меньше, чем есть на самом деле. И это я могу вам показать на примере вот таких картинок. То есть верхний вариант – это когда все три типа букв имеют один размер. Они строго находятся на базовой линии и заканчиваются сверху на высоте прописных 700 точек. Квадрат, круг, овал и треугольник. Если посмотреть на эти буквы, то кажется, что круг прям совсем маленький. Он вроде бы такого же размера, но из-за того, что в нем меньше черного, он кажется меньше, поэтому нам нужно это оптически компенсировать. Как это делается? Очень просто. Мы берем и овал рисуем чуть-чуть больше, чем стандартные прямоугольные буквы. С треугольником, так как нижняя половина плоская и большая, нам ее не нужно компенсировать, а вот верхний выпирающий кончик нам нужно чуть-чуть выше сделать, может быть даже чуть выше, чем мы сделали овал, чтобы как-то оптически, визуально компенсировать вес этих букв. И тогда они в общей композиции будут смотреться гораздо лучше. Эти картинки я взял на сайте Логика, ссылку я закину. И вот живой пример. Слово нота. Это у нас футуроподобный шрифт, в котором в первом варианте все буквы одинакового размера, и мы видим, что О немножко мерчит, А вроде бы нормальная, но чего-то не хватает. Но О однозначно самая маленькая буква, этого быть не должно. Поэтому, если мы дорисуем точно так же прямоугольную N обычного размера 700 точек, а сверху мы на 10 увеличим овал и снизу на 10 тоже опустим, получится, что буква вроде бы такая же визуально, но на самом деле она чуть больше, 720 pm. И то же самое касается треугольной буквы А. Немножко кончик вверх вытащили, и это как-то сделало более сбалансированным шрифт. Собственно, это мы с вами будем делать в контексте буквы А. Не будем, наверное, потому что у нас не будет такого острого кончика, там у нас будет прямая площадка. Но в О мы точно сделаем компенсацию, и сейчас мы к ней перейдем. Открываем букву О, которую мы ранее создали. Теперь нам нужно сюда добавить в первую очередь источник, референс, на основе которого мы рисуем. Мы точно так же открываем скан, выделяем кнопку «Обрезать» и выбираем букву О. Жмем Ctrl-C, можно даже не закрывать это окно, оно нам еще часто понадобится. Вставляем сюда, видим, что она скопировалась не очень удачно, увеличиваем. И как видите, я его увеличиваю чуть больше линии высоты прописных, то есть выше 700, примерно на 710. То же самое снизу. Сейчас она у нас на базовой линии находится, но мы немножко, зажимая Shift, чтобы сохранить пропорции, потому что если я не буду сжать Shift, то получится вот это. Нам это не нужно. Я зажимаю двойной клик, зажимаю Shift, увеличил раз, увеличил 2, здесь немножко съехало, поэтому тоже вот так компенсировать. Проверяем, где-то примерно на минус 10 находится, и это тоже где-то на 10 находится. Все, это мы сделали. Немножко ее подвинем. Теперь, как мы помним, когда мы рисовали N, это начало рисоваться прямо в элементе растровой картинки, и поэтому мы ничего не видели. Это не очень удобно, поэтому в таких случаях мы можем спрятать этот рисунок в маску, чтобы она нам просто-напросто не мешала. То есть мы создадим дополнительный слой, в который мы это все дело закинем. Делается это вот так. Мы можем либо скопировать в маску, и тогда у нас сохранится и в слое регулярном, в обычном, и в маске. А можем просто ее туда переместить, потому что в слое Regular она нам вообще не нужна. Поэтому Tools поменять вместе с маской. Все.
она скопировалась в маску. Это отдельный слой, который не экспортируется в финальный шрифт. Это просто вспомогательный слой, который у каждой буквы может быть свой, и мы в любой момент можем его удалить. Возвращаемся в слой, в котором мы рисуем. И теперь у нас есть два варианта, как нарисовать. Мы можем вручную, используя элемент эллипс, нарисовать с зажатым шифтом овал и потом его как-то выделить и подвинуть. Но это не очень удобно, потому что если мы посмотрим, он у нас добавился размером 705 на 705. Это не совсем то, что нам нужно. Мы помним, что нам нужно сделать минус 10, то есть добавить снизу 10 пунктов и сверху 10. То есть высота у нас должна быть 720. Поэтому мы удаляем, используем второй вариант. Мы точно так же выбираем инструмент эллипс, только теперь мы не проводим и не рисуем. Мы просто щелкаем в любом месте, и он нам предлагает сделать овал нужной нам формы. Обычный овал выглядит вот так. Здесь у нас мы можем выбрать 720 на 700, допустим. И он нам создаст эллипс с заданными пропорциями. Только нам нужно, чтобы ширина была 700, а высота была 720. Поэтому я удаляю. И точно так же эллипсом получается у нас здесь 700, а здесь 720. И это стандартный овал. Теперь у нас нужных пропорций. Здесь, если мы посмотрим, 710. Здесь минус 10. Ну и здесь, соответственно, плюс-минус. Так. В принципе, все окей, но как показывает нам скан, наверное, все-таки нужно, чтобы 720 было по всем сторонам, и это мы сейчас сделаем. Но на что нам нужно обратить внимание? Если мы посмотрим на этот овал, то мы увидим, что он не такой овальный, как хотелось бы. То есть, я бы даже сказал, не такой круглый, как хотелось бы. Возможно, это уже такая проблема того, что я рисую буквы, для меня он не сильно круглый, для вас он может быть абсолютно круглый. Но суть в том, что я вижу, что вот эти части, вот эти боковые грани, они немножко как будто бы прижаты, как будто это стремится все к такому ромбику. Поэтому в шрифтовом сообществе принято, чтобы вот эта вот окружность, она имела своего рода натяжение, не стандартное, как здесь, а здесь она у нас 55. Вот это вот. Это называется tuning-line. Это мы тоже разберем. В принципе, я говорил про это в предыдущих видео, но как бы об этом я еще раз расскажу тоже. То есть вот это вот процентное соотношение мы вот здесь видим 62, 53, допустим, и так далее. То есть я когда добавляю обычный овал, вот такой, мне он воспринимается немножко приплюснутым, и вижу я это примерно вот так. Сейчас я вам продемонстрирую. То есть примерно вот так. А по-хорошему правильный овал в букве О должен выглядеть немножко, ну, немножко вот так. Это примерно где-то около 60. Хотя здесь она немножко съехала, поэтому, в общем, я его сейчас удалю и создам новый. Но причем у меня есть возможность создать его сразу с правильными параметрами натяжения. То есть я точно так же везде пишу 720, но в отличие от обычного овала, я использую немножко измененный, скругленный эллипс. И в нем я могу заранее задать вот это положение в 60, стандартное для таких шрифтов. Я создаю, теперь у меня нет никаких визуальных противоречий. Вот это О в данном виде прям самое что ни на есть О. Такая, какая должна быть в шрифте. Может быть, в графике, в рисунках она не такая должна быть, она должна быть круглая, но здесь она должна быть именно такая. Причем, если мы выберем букву, нажмем Ctrl-Alt-L, мы выделим сразу все в tuning-line и можем немножко подстроить, потому что исходный, он немножко все-таки скругленный, поэтому я могу либо вообще сделать вот так, если я хочу сделать какой-нибудь шрифт наподобие евростиля,
либо какой-нибудь вот такой, если мне это нужно. Но здесь мы можем сделать где-то примерно около 58. Вполне себе неплохо. Теперь, что нужно знать? Вертикали и горизонтали, во-первых, они немножко отличаются. А помимо этого есть еще вот такие скругленные элементы в букве R, в букве V, в букве O в том числе. И, как правило, вот эта часть, из-за того, что она неровная, а немножко такая под кругом, она всегда немножко должна быть чуть-чуть больше, чтобы визуально компенсировать толщину. То есть, если мы поставим рядом букву О и какую-нибудь вертикаль, и у них будет одинаковая ширина этого стема, они будут казаться немножко разные. Поэтому нам нужно это немножко компенсировать. И в нашем варианте мы можем сделать здесь, например, ширину вертикали примерно 105. А горизонталь, в принципе, можно оставить как есть, она и так всегда меньше. Сейчас мы это с вами сделаем. Если нам нужно из 720 вычесть 180, потому что там 90, у нас получается с вами 540. Попробуем. То есть ширина нам нужна 540. А может быть и нет. Пока пускай так, если что, потом подкорректируем, потому что считать немножко сложновато в уме. А если у нас там было 720, а нам нужно убрать оттуда 210, получается 510. Теперь что нам нужно? Ну, во-первых, мы можем зажать Ctrl и кликнуть рядом с контуром, он у нас выделится. Теперь мы можем... О, кажется, я промахнулся. Ну, ничего страшного. Так, здесь нам нужно 110, 105 нам нужно здесь сделать. Мы двигаем эту точку к этой точке, они у нас должны быть на одном уровне, так как это у нас два овала. И уменьшаем вот это расстояние до 105. Сверху. Все просто, я перепутал. Нажимаем Ctrl-T, зажимаем Shift и переворачиваем. И теперь нам особо делать-то ничего не нужно. Точно так же делаем 105 слева, у нас остается 105 справа, здесь 90, здесь 90. Но мы не видим ничего. Это проблема. Почему? Потому что я уже говорил ранее, если у нас одинаковое направление контура, то они складываются. Если у нас противоположные значения контура, направление стрелки, тогда они вычитаются. Поэтому нам нужно на внутреннем контуре, на любой точке, сделать реверс. И теперь мы видим, что О стало больше похоже на настоящую О. Можно, в принципе, наверное, сделать здесь 95. И, в принципе, так, наверное, даже получше выглядит. С формообразующими буквами мы разобрались. N квадратная, O круглая. Теперь нам нужно посмотреть, как они смотрятся вместе, чтобы понять, может быть, что-то стоит улучшить, что-нибудь куда-нибудь подвинуть. Мы выделяем две буквы из созданных на панели Font Window, нажимаю Enter и вижу сразу две буквы. Но если мы посмотрим вниз, то мы увидим, что О как-то, как будто бы немножко все-таки жирнит по сравнению с точно такой же буквой N. Поэтому давайте ее немножко подредактируем. Заходим в нее. То есть, кстати, мы сейчас находимся в режиме редактирования сразу нескольких букв. Мы можем выбрать инструмент текст и набрать сразу несколько подряд букв. Это очень удобно, чтобы в контексте тестировать слова. Но сейчас нам это не нужно, поэтому мы сейчас разбираемся с основными пропорциями буквы О. Ну, во-первых, маска нам уже не нужна, она немножко мешает и отвлекает, поэтому я ее отключаю. Либо ее можно полностью удалить, нам она уже не понадобится. Итак, мы видим, что толщина штриха О жирнее, поэтому я бы, наверное, ее уменьшил. И сделаем мы так. Посмотрим, во-первых, что у нас здесь 100 и 90.
здесь 105, 95. Ну, можно, например, подвинуть, ну, просто сделаем 100. 1, 2, 3, 4, 5. И в целом вроде бы нормально, но вот эта вот форма, она немножко не очень удобная. Я, конечно, могу подвинуть еще вот эту. И в целом придется немножко корректировать вот эти показания, потому что когда мы двигаем точку, мы двигаем только ее, все остальные, они не задействованы. И вот чтобы нам было гораздо удобнее, чтобы более равномерно сохранялась форма, даже я, в принципе, могу здесь утрированно на 100 сдвинуть, если зажимаю Ctrl, сдвигаю, мы видим, что форма буквы О очень сильно исказилась, это получилось какое-то яйцо. Не очень то, что нам нужно, поэтому возвращаем обратно. И как нам нужно сделать, чтобы это все равномерно изменялось? Мы зажимаем букву C на клавиатуре, обычную C, неважно какую, русскую, английскую, и точно так же зажимаем Ctrl, сначала C, потом Ctrl, и двигаем стрелку в бок. И теперь мы видим, что у нас получилось не яйцо, а полноценный овал. То есть все оставшиеся точки, они тоже подвинулись и растянулись, чтобы сохранить общую форму. Поэтому это очень удобная штука, и мы сейчас возвращаем все назад. Вот это тоже мы сдвигаем. И теперь, зажимая C, начинаем двигать непосредственно уже эти точки. Я думаю, можно здесь сделать где-то примерно 102 пункта. Поэтому зажимаю C, 1, 2, 3, 4. Видите, вот тут немножко начинает двигаться, вроде бы. И еще раз делаем то же самое. 1, 2, 3, 4. Вот 102. Эти точно сдвинули сейчас. Ну а теперь получается, что у нас вот эти части чернят. Мы точно так же, в принципе, здесь можно не зажимать. Я думаю, сделаем 90, как и здесь, и 90 здесь. Теперь дожимаем Ctrl-A, Ctrl-L, чтобы подкорректировать Tuning Lines, это вот эти вот полосочки. Нажимаем 2 раза на них, и все у нас выравнивается. То есть, если бы была ситуация, я сейчас зажимаю Alt, сдублирую его, чтобы не портить со мной Ctrl. Если бы у нас была вот такая вот ситуация, когда очень сильно сдвинутые контуры, я зажимаю Ctrl-Alt, Ctrl-Alt-L, и теперь вот эту форму могу уравнять, 2 раза ткнув по этой линии. И теперь они более-менее ровные стали. Это, конечно, полностью рисунок не восстанавливает, но, по крайней мере, делает идеальный баланс вот этих вот двух усов, чтобы они были под углом в идеале 45 градусов. Потому что вот такого рода усы, это неправильно. А здесь еще и появляется ошибка, вот такой желтый контур говорит нам о том, что у нас есть перегиб. То есть усы не должны перекрывать друг друга, они должны доходить друг до друга, но никак не пересекаться ни в каком из мест. Здесь это произошло, поэтому такой вот желтый контур у нас есть. Ладно, это нам не нужно, это я удаляю. В общем, здесь я могу, зажав Ctrl, выделить только один контур внутренний, потому что если я нажму Ctrl, выделяются все. Зажимаю Ctrl, выделяю внутренний, нажимаю Ctrl-L, теперь я могу регулировать только толщину внутреннего и могу одновременно двигать только их. И в принципе чуть-чуть я бы, ну вот, наверное, вот так бы сделал. То есть у нас получается вертикальная, вот эта, точнее горизонтальная линия, она равняется общей, а вот ширина вертикали чуть-чуть больше. Вернем на 102. Так, в принципе, у нас они получаются симметричные. Можем проверить, сжав Ctrl-A, мы посмотрим все усы. 159, здесь 209, здесь 167, здесь 209. То есть она полностью симметрична по всем параметрам. И такая буква мне уже больше нравится. Но я бы сделал ее чуть-чуть растянутой. Зажимаю C и растягиваю. Теперь, если мы выделим всю букву, мы видим, что по ширине она 730, по высоте 720. То есть это такой немножко растянутый, жирненький вариант эллипса. Кстати, верхний я бы тоже немножко внешний контур чуть-чуть бы вот так сделал. 59. Все, теперь меня она более-менее чем устраивает. В рамках этого урока больше ничего сделать с ней не будем. Вот. Вот то, что мы сейчас с вами делали, в принципе,
Я опять же продублирую этот контур, чтобы его не портить. То есть я могу зажать в C. Это работает в 6 и в 7 версии FontLab. И с 6 могу двигать, сохраняя общую форму. Но в 8 FontLab появились вспомогательные инструменты. То есть если я кликну 2 раза на контур Tool, у меня появится вот такое дополнительное окошко. И оно мне позволяет, зажав вот эту настройку, не зажимая C, делать то же самое. То есть мне не нужно дополнительно ничего зажимать, я просто стрелкой ввожу, и все они растягиваются. Если я отключаю этот режим, то теперь стрелка работает как обычно. Но я привык зажимать всегда, поэтому такими вспомогательными инструментами я не пользуюсь, мне они особо не нужны. Вот, поэтому удаляем. Этот контур нам больше не понадобится. Так, с этим, в принципе, мы разобрались. Теперь нам нужно настроить межбуквенное расстояние. Если что-то непонятно, можете пересмотреть это видео. Если все равно ничего не понятно, задавайте вопросы в комментариях, либо в чате «Делаем буквы», посвященном FontLab. Есть еще канал «Твой шрифтовой фетиш», в котором я публикую новости. Эти новости я дублирую в группе «Твой шрифтовой фетиш» ВКонтакте. И есть сайт «Делаем буквы», точнее «Твой шрифтовой фетиш», в котором в будущем я буду выкладывать различные шрифты, которые я делаю, уроки и прочие какие-нибудь другие интересные материалы. Увидимся в следующем видео.